В какой-то момент все дружно посмотрели в гроб и обалдели. Женщина в гробу лежала в неестественной позе. Такое чувство, что ее закопали живой, она пыталась выбраться, но не получилось. Вот теперь Артем настоящему почувствовал обреченность, не это он ожидал увидеть в гробу. Фактически дважды мать похоронил. «Жива?» – испуганно прошептал сторож, заметив легкое шевеление пальцев. Женщина, к удивлению всех, действительно оказалась живой. Теперь Артем молился, чтобы мать пришла в себя и все было хорошо. Пока ждали скорую, он плакал, обнимая мать. Обещал, что обязательно исправится и в пожарнике обязательно пойдет все, что угодно, только живи. И мать выкарабкалась. Через неделю ее выписали из больницы. Сын, к сожалению, не смог сопроводить ее домой, в тюрьму нужно было возвращаться, но в камеру он вернулся радостный. С матерью теперь точно все будет хорошо, но потеряла мужа. В смысле, он жив, но теперь не с ней. Оказывается, это он все подстроил. Ее благоверный закрутил Шуры, Муры с главврачом областной больницы. Мать Артема, когда очнулась в гробу, прозрела по поводу мужа. Сама она думала, что не глупая, но оказалось, что муженек ее обманывал. Еще жалела его, приболел как-то он. Еле уговорила его в больницу сходить. Мужики они такие, умирать при чуть повышенной температуре могут, но в больницу не затянешь. Тогда женщина увела мужа к доктору, и оказалось, что не зря гайморит запущенный, операцию нужно делать. Гена уперся, говорит, что давайте так лечите. Отправили его на консультацию в областную больницу, там он прямо и к главврачу попал, она женщина интересная, как показалось жене, и специалист хороший. Все по полочкам разложила. Чем грозит, как лучше лечить, и согласилась без операции попробовать. Главврач назначила больному процедуры, и как-то воодушевился муж. Жена думала, что, возможно, операции его запугали. Серьезно муж взялся за свое здоровье, а оказалось все совсем не так. Гайморит Гена вылечил, а потом еще с желудком что-то было. Это уже добровольно муж пошел обследовать. И теперь жена поняла, почему муж беспокоиться о своем здоровье стал, совсем не о себе думал, а о новой пассии. А накануне так называемой смерти у супругов был обычный ужин, но после чая жена почувствовала себя плохо, прилегла отдохнуть, а очнулась уже в гробу. Думала, что так и помрет заживо погребенная. Сначала тело ее не слушало, и едва получалось пальцами шевелить, постепенно чувствительность возвращалась, пыталась кричать, но бесполезно. И через какое время она забросила эти попытки. Она смирилась со своей участью. Но, к счастью, сын опоздал на похороны, благодаря чему успел ее спасти. А все это подстроили муж с любовницей. Подсыпали ей что-то в чай и похороны быстро организовали. Вскрытие решили не делать, ибо обнаружили бы следы отравляющего вещества. Главврач обо всем договорилась, и все справки были готовы. А что здесь удивительного? От сердца сейчас много людей умирает, она может даже статистику предоставить. Никто ничего не заподозрил. Потом дом бы мужу достался, а с пасынком что-то решили бы. Он человек неблагополучный, или снова в тюрьму попадет, или алкоголя переберет. Но все испортил тот самый алкоголь. Если бы они не перепили с Геной, то не пришла бы сыну на трезвую голову идея раскапывать могилу. Подробности этого дела уже выясняла полиция. Потом сообщники отправились топтать зону, правда раздельно. Остались они без ничего, даже то, что было, потеряли. А ведь была у главврача своя квартира. Нет же, хотелось с Геной еще дом прихватить, жадность ни одного фраера сгубила. Гена со своей любовницей решили испытать удачу, но она не на их стороне оказалась, зато Артему пришлось исполнять свое обещание. Пожарником не стал, но за ум взялся, пошел на завод работать, там тоже нужны руки. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.